идеальная улыбка, ангельское лицо и гонорары, о которых другие могут только мечтать. Неслихан Атагюль казалась неуязвимой королевой турецких сериалов, пока внезапно не исчезла с экранов, безжалостно разорвав многомиллионные контракты прямо на пике своей славы. Желтая пресса кричала о громких скандалах на съемочной площадке, обезумевшие продюсеры рвали на себе волосы, переписывая сценарии, а фанаты строили самые жуткие теории. Но истинная причина ее побега оказалась куда страшнее, чем кто-либо мог представить. Вы думаете, что знаете эту нежную, ранимую красавицу из «Черной любви»? Как бы не так. Сегодня мы сорвем с нее идеальную глянцевую маску. Что, если мы скажем вам, что за закрытыми дверями эта утонченная девушка прячет весьма пугающие, почти маниакальные наклонности, например, странную, необъяснимую страсть к холодному оружию и сырому мясу? Да, вы не ослышались. В этом выпуске вы узнаете, как девочка из нищей стамбульской трущобы смогла поставить на колени самых влиятельных мужчин турецкого шоу-бизнеса, заставив их играть по своим, весьма жестоким правилам. Мы расскажем, какую тайну она так отчаянно прятала от объективов камер вместе со своим мужем Кадиром Дагулу и какую страшную цену ей пришлось заплатить за мировую славу. То, что мы раскроем в самом конце этого видео, навсегда перевернет ваше представление о главной звезде Турции и покажет ее настоящее, пугающее честное лицо без грамма макияжа. Устраивайтесь поудобнее, мы погружаемся в реальную жизнь и самые темные секреты Неслихан Атагюль. Детство будущей звезды прошло вдали от блеска софитов. Неслихан родилась и выросла в обычной семье, которая не могла похвастаться большими связями или солидным достатком. Ее отец зарабатывал на жизнь простым водителем, а мать посвящала все свое время заботе о домашнем уюте, воспитании дочери и ее брата Илькая. Такая среда с ранних лет приучила девочку к трудолюбию и показала, что ничего в этом мире не дается просто так, а громкий статус не передается по наследству. Интересно, что особую роль в формировании характера актрисы сыграли ее корни. Мама Неслихан родом из Беларуси, и именно благодаря ей в доме часто звучала славянская речь. Девочка впитывала две совершенно разные культуры, что в будущем подарило ей ту самую неповторимую, магнетическую внешность и удивительную способность находить глубокий эмоциональный отклик у зрителей из стран СНГ. Она отлично понимает русский язык, что делает ее еще более близкой и понятной для миллионов поклонников далеко за пределами Турции. Пока другие дети только фантазировали о будущем, юная Неслихан твердо знала, чего хочет. Еще в младших классах она уверенно заявляла всем вокруг, что обязательно станет актрисой. И здесь нужно отдать должное ее маме. Вместо того, чтобы отмахнуться от детских грез, она отнеслась к ним со всей серьезностью. Именно мама стала главным союзником, она искала возможности, отправляла фотографии в агентство и лично водила девочку на бесконечные прослушивания. Первые кастинги стали настоящей школой выживания. Многочасовые ожидания, огромная конкуренция, строгие, а порой и равнодушные взгляды продюсеров – все это могло легко отбить желание продолжать. Но эти испытания лишь закалили характер Неслихан. Вскоре ее выразительную красоту заметили. Начались приглашения на рекламные съемки, и она довольно быстро собрала впечатляющее портфолио, поработав с известными местными брендами. Однако мир глянца никогда не был для нее конечной целью. Работа моделью воспринималась исключительно как полезный тренажер, она училась чувствовать свет, не бояться объектива и мгновенно перестраиваться по команде режиссера. Этот ранний этап подарил ей ту самую железную дисциплину перед камерой, которой так не хватает многим новичкам. Но турецкой киноиндустрии было мало просто привлекательной картинки. Ей предстояло доказать, что за фотогеничным лицом скрывается мощный драматический талант. И тот самый проект, который навсегда изменит ход истории турецкого телевидения, уже ждал своего часа. Шаг за шагом Неслихан начала пробивать себе дорогу к серьезным ролям. Ее настоящим профессиональным боевым крещением стала не типичная телевизионная мелодрама, а глубокая психологическая картина, независимый фильм «Араф», известный в мировом прокате как «Где-то посередине».
Эта сложная работа принесла молодой актрисе престижную награду на Токийском международном кинофестивале. Критики были в восторге. Оказалось, что за нежной ангельской внешностью скрывается потрясающий диапазон эмоций. Она доказала, что умеет передавать душевные терзания и надежду не столько заученными репликами, сколько одним лишь глубоким взглядом и напряженным молчанием. После такого мощного старта продюсеры буквально выстроились в очередь. Успех закрепил сериал «Два лица Стамбула», который сделал ее любимицей национальной публики. Но настоящий, оглушительный мировой триумф был еще впереди. Проектом, который навсегда вписал имя актрисы в историю телевидения, стала культовая драма «Черная любовь». Роль Нихан, девушки, оказавшейся в эпицентре тяжелого выбора между долгом, обстоятельствами и истинными чувствами, идеально совпала с ее природой. В этой героине зрители увидели все: хрупкость без слабости, нежность без наивности, колоссальную внутреннюю стойкость и умение бороться за свое счастье. Сериал произвел эффект разорвавшейся бомбы на международном рынке. Он не просто побил рекорды просмотров в десятках стран, но и совершил исторический прорыв, стал первой турецкой теленовеллой, получившей престижнейшую международную премию «Эмми». С этого момента Неслихан перестала быть просто звездой местных телеканалов. Она превратилась в глобальное лицо турецкого кинематографа для зрителей Латинской Америки, Ближнего Востока и всего постсоветского пространства. Ее имя стало гарантом высочайшего качества и бури эмоций у экранов. Миллионы людей по всему миру были очарованы ее грацией, а поклонники с замиранием сердца следили за невероятной химией между главными героями, гадая, свободно ли сердце восточной красавицы в реальности. Но пока желтая пресса строила догадки и упорно приписывала ей романы с самыми завидными холостяками индустрии, сама Неслихан уже давно сделала свой главный жизненный выбор. И началось все прямо под прицелом кинокамер, когда прописанный в сценарии роман внезапно перестал быть просто безупречной актерской игрой. Именно на съемочной площадке проекта, закрепившего ее звездный статус, произошло событие, навсегда изменившее не только карьеру, но и личную жизнь актрисы. Работая над сериалом «Два лица Стамбула», Неслихан встретила Кадира Дагулу. По сценарию им предстояло сыграть влюбленных, но очень скоро искры, летевшие между ними в кадре, переросли в настоящее, глубокое чувство вне съемочных павильонов. Служебные романы в мире кинематографа – явление частое, но зачастую они угасают так же быстро, как заканчиваются съемки очередного сезона. Однако их история оказалась совершенно другой. В отличие от многих звездных коллег, привыкших делать из своих отношений громкий пиар-проект для обложек глянцевых журналов, Неслихан и Кадир предпочли оберегать свое счастье от посторонних глаз. Первое время пара тайно встречалась, избегая назойливых папарацци, и лишь убедившись в силе своих чувств, они публично объявили о помолвке, чем привели фанатов в абсолютный восторг. 8 июля 2016 года состоялось долгожданное торжество. На роскошную, но в то же время очень душевную свадьбу были приглашены около 200 самых близких людей. В этот день поклонники увидели не просто красивый медийный повод, а рождение по-настоящему крепкого союза. Насколько сильно Неслихан предана своему избраннику, красноречиво говорит одна маленькая, но очень личная деталь. В знак своей безграничной привязанности она сделала татуировку с первой буквой имени мужа. Шли годы, вокруг их пары периодически вспыхивали нелепые слухи, которые так любит создавать желтая пресса ради громких заголовков. Но супруги раз за разом доказывали, что их брак построен на доверии и не поддается внешнему давлению. Они не превращали свою семью в реалити-шоу и всегда выходили из любых медийных штормов с удивительным достоинством. Казалось, ее жизнь – это воплощение идеальной сказки, надежное плечо любимого человека, мировая слава, обожание критиков и главные роли в самых рейтинговых телевизионных проектах. Но за этим безупречным фасадом успешной женщины изо дня в день накапливалась колоссальная усталость, которая однажды привела к критической точке невозврата. В жестоком и непрощающем остановок мире шоу-бизнеса зрители чаще всего видят лишь глянцевую вершину айсберга, яркие премьеры, дорогие наряды, бесконечные интервью и новые, еще более амбициозные проекты.
Но за каждой большой карьерой скрывается изнурительный труд, который рано или поздно начинает требовать своей цены. Для Неслихан этот момент наступил в самый неожиданный период, когда казалось, что ее профессиональный взлет уже невозможно остановить. Ее работоспособность всегда поражала режиссеров. Бесконечные смены, сложные эмоциональные сцены, где нужно было отдавать всю себя без остатка, постоянные перелеты и жесткие контракты – все это привело к серьезному физическому истощению. Организм просто не выдержал колоссального напряжения. В январе 2021 года, прямо в разгар съемок мегапопулярного сериала «Дочь посла», прогремела новость, повергшая фанатов в настоящий шок: главная звезда покидает проект. Для телевизионной индустрии такой уход на пике рейтингов – явление исключительное. Продюсеры были вынуждены экстренно переписывать сценарий, а пресса тут же начала плодить самые немыслимые слухи. Одни таблоиды утверждали, что актриса разругалась со съемочной группой, другие, что она скрывает страшную семейную тайну, третьи шептались о ее неминуемом карьерном крахе. И мало кто понимал, насколько тяжело ей далось решение сказать «стоп» и поставить собственное здоровье выше многомиллионных контрактов и ожиданий публики. Это был момент истинной уязвимости, когда идеальный образ железной леди дал трещину, обнажив живого, страдающего человека. Неслихан столкнулась с тяжелейшим испытанием – необходимостью признать свою человеческую слабость перед миллионами зрителей. В то время как многие знаменитости предпочитают заглушать боль и работать на износ ради сохранения статуса, она выбрала честность и ушла в глухую тень, полностью посвятив время восстановлению. В мире медиа такая долгая пауза могла обернуться катастрофой. Внимание зрителей скоротечно, и многие скептики поспешили поставить крест на ее блестящем будущем, уверяя, что Неслихан уже никогда не вернет себе былое величие. Однако эта вынужденная остановка стала для нее не концом карьеры, а началом совершенно нового, самого важного этапа, который перевернул всю ее жизнь к 2026 году. Она вернулась тогда, когда этого уже почти никто не ждал, но сделала это не с громкими интервью, а с невероятным внутренним достоинством. Возвращение в индустрию началось с сильного проекта «В конце ночи», где зрители вновь увидели ее не просто красивой героиней мелодрам, а глубокой актрисой, способной держать в напряжении с первых минут. А затем последовал неожиданный для многих шаг, главная роль в фильме Netflix «Ах, Белинда», где она предстала в совершенно новом амплуа, доказав, что ее драматический потенциал далеко не исчерпан. Но самым грандиозным событием, которое кардинально изменило вектор ее жизни, стала не новая премьера. Весной 2025 года свершилось то, чего так долго ждали поклонники этой невероятно красивой пары. Неслихан и Кадир впервые стали родителями. На свет появился их сын Азиз. Это рождение не просто поставило точку в бесконечных сплетнях вокруг их семьи, но и открыло для актрисы новую, самую значимую роль в ее судьбе – роль счастливой мамы. В то время как многие современные знаменитости моментально превращают рождение детей в повод для монетизации и бесконечных публикаций, Неслихан осталась верна себе. Она не стала выставлять семейное счастье на показ, продолжая дозированно делиться лишь самыми важными моментами. В марте 2026 года она трогательно, но без лишнего пафоса поздравила сына с первым днем рождения, показав всему миру, что ее главная победа – это крепкий домашний уют. Сегодня Неслихан Атагюль – это уже не просто талантливая девушка из Стамбула. Это зрелая женщина, которая смогла преодолеть физическое истощение, сохранить брак в жестоком мире шоу-бизнеса и стать настоящим медиагигантом с аудиторией в 15 миллионов человек. Она наслаждается тем самым тихим семейным счастьем, ради которого когда-то брала изнурительную паузу в карьере. Она стала взрослее, обрела гармонию и уверенность в себе, но при этом сохранила ту самую загадочность, за которую ее так преданно любят поклонники по всему миру. Ведь если заглянуть за кулисы ее тщательно оберегаемой личной жизни, можно обнаружить удивительные привычки и увлечения, которые совершенно не вяжутся с образом типичной мировой суперзвезды. Казалось бы, при таком ошеломительном статусе ее будни должны состоять из бесконечных светских раутов, закрытых показов и шумных вечеринок. Но в реальности Неслихан – глубокий интроверт,
для которого нет ничего ценнее уединения и тишины. В то время как другие актрисы соревнуются в яркости образов и количестве слоев косметики, она принципиально отказалась от декоративного макияжа в повседневной жизни. Ее социальные сети служат отличным тому доказательством. Она не боится показывать себя настоящей, призывая миллионы подписчиц любить свое отражение в зеркале, а не гнаться за навязанными стандартами глянцевого совершенства. Эта внутренняя независимость проявляется абсолютно во всем. Свой идеальный выходной она предпочитает проводить не в элитном клубе, а дома, погрузившись в чтение. Неслихан обладает впечатляющей эрудицией и способна проглатывать книги одну за другой. Особое место в ее внушительной личной библиотеке занимают произведения Карлоса Кастанеды и Франца Кафки. Выбор такой сложной, философской литературы о поиске себя и устройстве человеческого сознания отлично показывает, что за красивой улыбкой скрывается человек с очень вдумчивым и глубоким внутренним миром. Но даже эта интеллектуальная серьезность мгновенно улетучивается, когда на ее пути встречаются животные. Актриса просто физически не способна пройти мимо бездомного кота или собаки, не купив им угощение в ближайшем магазине. Дома ее тоже всегда ждет любимая компания, пара кошек и попугай, которые создают ту самую теплую атмосферу, так необходимую ей после изнурительной работы на площадке. Впрочем, есть в ее характере и одна весьма нестандартная деталь, способная удивить кого угодно. Несмотря на свою нежную натуру и безграничную заботу о братьях наших меньших, Неслихан однажды призналась в довольно необычном увлечении. Оказывается, заходя в продуктовые лавки, она обожает завороженно наблюдать за работой мясников и тем, как они профессионально обращаются с ножами. Конечно, сама бы она никогда не открыла подобную лавку, но эта странная, немного парадоксальная привычка лишь делает ее образ живым, ломая стереотипы об идеальных и предсказуемых звездах. Именно это приземленное, лишенное всякого звездного пафоса отношение к миру напрямую отражается на том, как Неслихан распоряжается своими миллионами. Вы не увидите ее сорящей деньгами ради дешевого пиара. Желтая пресса обожает считать чужие доходы, регулярно приписывая актрисе баснословные состояния, гонорары в десятки тысяч долларов за один съемочный день и элитную недвижимость. Однако сама Неслихан относится к финансам с удивительным спокойствием и прагматичностью. Вы не найдете в ее социальных сетях хвастливых фотографий на фоне частных самолетов или бесконечных брендовых пакетов. Когда речь заходит о крупных покупках, она выбирает комфорт и безопасность, а не кричащую роскошь. Например, при выборе автомобиля актриса отдала предпочтение надежной машине премиум-класса с удобным кожаным салоном, проигнорировав дерзкие и непрактичные спортивные суперкары. А к обустройству своего стамбульского дома со светлыми бежевыми стенами и панорамными окнами она подошла со всей душой, создавая уютное семейное гнездышко, а не холодный выставочный зал для интерьерных журналов. Сегодня ее статус позволяет зарабатывать не только на изнурительных многомесячных съемках в сериалах. К 2026 году Неслихан превратилась в самостоятельный, мощнейший медийный бренд. Крупнейшие компании выстраиваются в очередь, чтобы заполучить ее в качестве своего лица. Ярким примером стала масштабная рекламная кампания бренда Lufirn на рубеже 25 и 26 годов. Модная индустрия выбирает ее не просто за красивую внешность, а за тот вес, стабильность и колоссальное доверие аудитории, которые стоят за ее именем. Более того, этот непоколебимый авторитет позволяет ей открыто выступать против гендерной дискриминации в киноиндустрии. В прошлом студии часто платили актерам-мужчинам значительно больше, даже если их зрительская популярность явно уступала женской. Но Неслихан стала одной из тех влиятельных фигур, кто смог открыто заявить об этой несправедливой разнице в гонорарах. Сегодня ее вес на рынке таков, что она на равных диктует условия продюсерам, доказав, что женщина может быть главным финансовым локомотивом любого, даже самого дорогого проекта. Ее финансовая независимость – это лишь закономерное следствие того огромного, полного испытаний пути, который она проделала. И оглядываясь на этот путь сегодня, становится понятно одно – что истинное величие измеряется вовсе не количеством нулей на банковском счете.
Настоящий успех кроется в способности не потерять себя в сверкающем, но зачастую очень иллюзорном и жестком мире шоу-бизнеса. Неслихан Атагюль прошла поистине невероятную трансформацию. Из простой стамбульской девчонки с большой мечтой она выросла в символ целой эпохи турецкого телевидения. В индустрии, где каждый день создаются искусственные кумиры, она выбрала самый сложный, но самый честный путь – быть настоящей. Она не побоялась показать свою уязвимость, когда организму потребовалась пауза, не стала делать бесконечное реалити-шоу из своего долгожданного материнства и всегда предпочитала домашнюю тишину громким заголовкам. Сегодня ее история – это мощнейшее вдохновение для миллионов людей. Она на личном примере доказала, что можно обладать статусом суперзвезды глобального масштаба, диктовать свои условия гигантам киноиндустрии и при этом оставаться заботливой матерью, преданной женой и чутким человеком, который спасает уличных животных и зачитывается сложной литературой по вечерам. Этот удивительный путь продолжается, и впереди нас наверняка ждут новые, не менее глубокие и яркие проекты с ее участием. А пока мы с нетерпением ждем ее очередных триумфов, поделитесь в комментариях, какая роль Неслихан Атагюль навсегда осталась в вашем сердце. И согласны ли вы с ее смелой позицией по поводу отказа от макияжа и любви к естественной красоте? Нам будет очень интересно прочитать ваше мнение. Обязательно ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы первыми узнавать самые правдивые и захватывающие истории о судьбах ваших любимых звезд. Спасибо за просмотр и до скорых встреч!